7 to 1122 to Kenny. 8300. 8362, 28 to a vehicle, 900 North Miami Beach Boulevard. Сегодня я направился в одно из аномальных мест Владимирской области, Веретьевский погост. Он находится глубоко в лесах, в дремучих. Еще вот так называется Муромский треугольник. Вот такая зона, где есть скопление всяких аномальных и необъяснимых происходящих вещей. Вот в этом треугольнике он объединяет 3 области, в общем-то. Ну и вот в одно из таких мест я решил съездить. В лесах находится глубоко. Надо сейчас дойти до этого места. И там уже я расскажу о нем немножко, ну, что смог сам найти в открытых источниках. Вот. Но сама идея, хочу сфоткать призрак кота. Вот для того, чтобы попасть в этот монастырь женский, такая гать проложена через болото. Сейчас по ней пойду. Что здесь творится, когда, наверное, дождливый сезон, или осень, или весна, я не представляю вообще, как здесь проходить. Но тем не менее, нам туда. Ну все, болото я перешел. Крайне рекомендую одевать, даже если здесь жара. В Владимирской области стоит там уже не первую неделю, одевать резиновые сапоги. Потому что будет крайне вам тяжело, потом неприятно хлюпать в этой болотной жиже дальше. Потом такую вот шапку. Потом вот такой вот москитник, рыбацкий. Крайне тоже рекомендую, потому что здесь огромное количество слепней. Вот, всего такого летающего жужжит вокруг вас все. Соответственно, эта шапка лучше, чем, например, если вот у вас горка костюм, там у вас может быть капюшон с сеткой. Вы в нем сдохнете здесь от жары. Вот сейчас 25 градусов. Вот. То есть эта шапка, она продувается ветром. Ветерок, слава богу, есть. То есть вам не так жарко идти, чем будет в капюшоне. Ну все, я, в общем-то, уже почти подошел. То есть вот. То есть вот видно, да, точечка такая маленькая рядом, чуть левее стрелки. Это уже моя цель. Вот это пятна, это болото, которое проходили. Ну, в общем, чуть-чуть осталось. И все, я на месте. Все, передо мной уже и перед вами урочище, Веретьевский погост и церковь иконы Божией Матери Смоленская. Естественно, как вы видите, в заброшенном состоянии. Чем примечательно это место? Много аномальных случаев здесь было, каких-то мистических рассказов об этом месте. В том году здесь была снята фотография, где, по-моему, вот в этих вот окнах, которые... Ну, сейчас я обойду, еще вот не обходил, только подошел. Ну, может быть, не в этих, но, в общем, в 2 окнах были сняты призраки на камеру. Призрак женщины с грудным ребенком на руках, и рядом в соседнем окне какой-то там непонятное, ну, кто как говорит. Кто-то говорит, что это призрак кота. Соответственно, я пришел, тоже хочу снять призрак кота. Что, кот-то прикольно. Призрак особенно кормить не надо. В шерсть не лезет. В общем... Еще какие были места, это считается проклятым, потому что здесь когда-то было языческое капище. Вот, и из остатков его, из камней, эти камни были заложены в основу вот этой церкви, которая была построена, в дальнейшем женский монастырь. И здесь вот построили вот эту христианскую церковь для того, чтобы, ну, как бы, война христианства с язычеством, все дела, ну, для того, чтобы
как-то это место осветить. Вот. Но, тем не менее, странные мистические случаи здесь происходят до сих пор. И народ сюда тянет в этом плане посмотреть. Также в советское время это место было проклято. Послушницы с монахиней, их здесь пытали чекисты, хотели выяснить, где спрятаны церковные сокровища. Вот. И монахиня в последний момент прокляла это место, прокляла их самих. И, в общем, что еще добавила негатива и аномального в это место. Сейчас, в общем, я попытаюсь сфоткать призрак кота. Церковь пытается реставрировать какой-то, я так понял, человек из города Владимир. Он на добровольных началах вот, занимается этим. Ну, Бог ему в помощь. То есть вот хоть кто-то заботится о таких местах. Хотя, по идее, должно городское управление этим заниматься. Интересно, он туда залезть реально? Ну что, вот он, погост изнутри. Здесь явно за ним ухаживают. Возможно, даже кто-то приходит помолиться сюда. Есть книжки, Евангелие. Вот, лампадки горят. Иконы висят. Росписи вот такие. Как бы, о. Вот, то есть росписи кое-где сохранились, что как бы удручает, для того, что появились вот такие росписи. Это, конечно, кощунство. Расписываться, кто здесь когда был, в таком храме, в таком месте. Вот. Но, тем не менее, сюда кто-то приходит, приносит иконы, лампадки поджигает. Более того, здесь вот оставлено на столе молитвы, почитать можно, есть свечки, чтобы зажечь. Единственное, вот я бы зажег, но нечем, не взял с собой ничего. Вот. Здесь ручка. Здесь, ладно, здесь, наверное, не буду я показывать, может быть, здесь какие-то пожелания люди оставляют. Вот. Лампадное масло даже оставлено для того, чтобы заправлять лампадки. То есть, ну, место живет, это радует. Особенно радует, что есть люди, которые заботятся об этом, которые ухаживают, пытаются воссоздать. Сейчас вот так вот. Вот, сохранить хотя бы. Хотя бы сохранить это место. Также здесь можно пожертвования оставить. Вот. Потому что, я думаю, деньги будут не лишние людям, которые пытаются здесь хоть что-то сделать, в отличие от городских властей или кому принадлежит, я не знаю это. Так, здесь вот остался крест. Видимо, он был на куполе каком-то или, ну, не знаю я, как она выглядела в первозданном виде. Ну, скорее всего, этот крест вот как раз с крыши откуда-то его, видимо, может быть, чекисты свалили. Его, возможно, откопали где-то, ну, нашли, смогли найти и вернули, хотя бы здесь оставить, поставить пока. Ну, его, конечно, надо восстанавливать, то есть его в таком виде наверх не вернешь. Вот. Здесь на потолке росписей нету. Ну, вот такой вот этот храм. Сами видите масштаб. Так, вот туда попробовать залезть. Пролез я, в общем, в это отверстие. Вот это второй этаж, как выглядит.
Ощущения здесь, конечно, такие, как бы стоишь над чем-то, над чем-то великим, а ты такой, как песчинка, как червь. Вот такая вот. Здесь надо аккуратно в дырку обратно не съехать по такому наклону. Вот. Вот остались в стенах такие выбоины. Где-то я читал, что его сожгли даже. Может, какую-то часть только сожгли. Кое-где остались решетки в окнах даже. Где же был кот? Где же был кот? Да, работа здесь непочатый край. Все это восстановить. Но дело богоугодное. Ладно, попробую сейчас залезть еще наверх по наружной лестнице. Вот если к храму обойти, сзади его есть погост. Даже сейчас, мы сейчас на вершине находимся, и отсюда видны вот эти могилы. Вот они стоят. То есть туда уходит, и вот здесь вот еще. Это, видимо, совсем какие-то старинные. Вот, крест такой, ну, разрушенный уже, но за счет того, что он железный, держится. Ну что, все. Закончился мой сегодняшний ПВД. Веретьевский погост. Сейчас я уже буду собираться опять в болото идти, опять возвращаться надо, еще ехать в гостиницу. Вот. Ну, фотки я сделал. Если получится заснять призрак кота, я, конечно, размещу это видео. Еще раз крайне рекомендую тем, кто сюда поедет, одевать резиновые сапоги, москитку брать. Причем вот здесь внутри, в церкви и в округе вообще нет ничего летающего. То есть, ну, в округе это совсем рядом. То есть внутри вообще ничего нет. Но стоит отойти чуть-чуть, там толпы слепней нападает и всего остального жужжащего, кровососущего. Вот, поэтому будьте готовы, подготавливайтесь к путешествиям. Здесь, кстати, осы летают, возможно, здесь где-то и гнездо. Вот. Ну что, я все, закругляюсь. А вам напоследок, кто будет смотреть это видео, красивый вид сверху.